время доставать старые вещи и выбросить их. Но это не про меня. Я даю им вторую жизнь. Старые свитера, шапки, юбки, носки еще послужат нам и порадуют в новых изделиях. Из пряжи, бывшей в употреблении, и остатков недовязов я буду создавать коврики, пледы, накидки и другие изделия путем сочетания вязания крючком и шитья. Очень легкий и творческий метод. Самое скучное – это связать основу сетку. В данном видео я представляю вам коврик цветной размером 45 на 65 сантиметров. Основой изделия является сетка, связанная крючком номер 3 из черной шерстяной пряжи в 2 нити. Подпишитесь на мой канал, и вы увидите, что получится, если сетку связать из нитей разных цветов. Затем я иглой с большим ушком или английской булавкой прошиваю эту сетку основу пряжей различных цветов. Состав пряжи может быть любой. Главное, чтобы толщина нити плотно заполняла ячейки сетки, и нити сложились во столько сложений, чтобы они были примерно одинаковой толщины. По краям оставляю нити для того, чтобы завязать узелок и получить кисти. Когда сетка связана, я подбираю нити по цвету и складываю их во столько сложений, чтобы заполнить ячейки сетки. Нити не выравниваю, просто натягиваю в изделии и затем отпариваю. После завязываю узелок. Если толщина нити подобрана правильно, то они при натягивании выравниваются и сетка не просвечивается. Английской булавкой прошиваю сетку. Можно прошивать в шахматном порядке, можно симметрично, как угодно. Получается совершенно другой узор. Есть вариант цветной сетки, но это покажу в следующем видео. Для начинающих вязальщиц сейчас я покажу, как связать сетку для такого коврика. Делаем первую петельку, провязываем, дальше вяжем 90 воздушных петель, косичка из 90 воздушных петель. Вы можете вязать столько петель, какой ширины у вас будет коврик. Вот какая ширина, столько нужно от линейки приложите. Вяжем столбики с накидом. Накид, в данном случае я ввожу крючок в 5-ю косичку, петлю косички, 5-ю петлю косички, ввожу, вытягиваю ниточку, провязываю 2 вместе и еще раз 2 вместе. Вот получился столбик с одним накидом. Вот отверстие. Воздушная, накид. Теперь не в следующую, а через одну.
вводим крючок, захватываем ниточку, провязываем опять 2 вместе и еще раз 2 вместе. Опять получился столбик с накидом. Опять воздушная, накид, не в следующую, а через одну прокалываем туда, вводим крючок, достаем, провязываем 2 вместе, еще раз 2 вместе. И так весь ряд. Вот они, отверстия получаются. Через эти отверстия мы будем продевать нити впоследствии. В принципе, ничего сложного нет в вязании сетки. Один нюанс во втором ряду покажу. Воздушная, накид, вводим крючок через одну. Вот у нас уже закончился целый ряд. Провязываем 2 вместе и еще раз 2 вместе. Раз, два, 3 и переворачиваем работу. Теперь накид и прокалываем не в цепочку, а чуть ниже на одну ниточку в основание столбика. Вот сюда. Ввели крючок, достали ниточку, 2 вместе провязать. И еще раз 2 вместе, получился столбик с накидом. Теперь воздушная, накид, опять в основание столбика, прокалываем, достаем, провязываем, раз и два, воздушная, накид, вводим крючок в основание столбика, достаем ниточку, провязываем 2 вместе и еще раз 2 вместе. И так целый ряд. Таким образом вяжем столько рядов, сколько вам нужно для изделия, какой длины. Может, это будет коврик 3 метра в длину. Заканчиваем ряд. Столбик с накидом. 3 воздушные. 3 переворачиваем. Опять накид в основание столбика. В моем случае 65 сантиметров, шириной 45 и в длину 65 сантиметров. Это 68 рядов. Вот таким образом вяжем сетку. Когда сетка связана, начинаем подготавливать нити, выпрошить этот коврик нитями. Вот, допустим, образец той сетки, которая делала для этого коврика. Вот сетка. Вот я продела желтую нить, 4, по-моему, сложения. А вот сейчас продену зеленую в 2 сложения. Это мало. Поэтому я хочу вам показать, как она получается не очень красиво. Видите, сетка светится. Нужно такой плотности. Вот 4 нужно зеленую сложить. Тогда будет более-менее. Вот сиреневую нить я сложила в 4 нити. 4 сложения. Сейчас я вам покажу, как
завязать узелок и получить кисть. Продеваем. Можно крючком это делать, можно иголкой. Вытянули. Вот он, получилось колечко. Теперь я обвиваю и продеваю в это колечко ниточку и затягиваю. Получился узелок. Теперь можно отпарить, обрезать ниточки. И вот так получается приблизительно там где-то у меня получилось. Подписывайтесь на мой канал. Будем вязать вместе. Всего доброго!